Здравствуйте, меня зовут Майкл Наки, и вы на канале «Популярная политика». Это передача «Честное слово». Каждый день по будням в 17 часов по Москве она выходит на этом канале. Мы общаемся с самыми интересными спикерами, общаемся для вас. Вы можете задавать им свои вопросы, можете писать комментарии. Ну и не забывайте ставить лайки для распространения этой трансляции, а также подписываться на канал «Популярная политика». Сегодня у нас в гостях Илья Новиков, которого, я надеюсь, вы хорошо знаете. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Илья, скажите, пожалуйста, вы, насколько я понимаю, продолжаете находиться в Украине и, более того, принимаете довольно активное участие в тех событиях, которые происходят. Расскажите, пожалуйста, как выглядит ваша жизнь сейчас? Она выглядит не героически, да, потому что принимать участие, как вы сказали, активное участие в событиях можно по-разному. Я все это время нахожусь в Киеве, только я на 3 дня в конце марта, когда уже было понятно, что Киев не будет штурмовать, я один раз выезжал на учения в другую область, и все. Но Киев за это время переменился. Понимаете, да, что город уже вернулось какое-то огромное количество людей, которые, я не знаю, как их измерить, сколько они составляют, но примерно уехала половина, вот, наверное, из той уехавшей половина уже вернулась. То есть город на 3/4 по населению такой, какой был до войны. А по инфраструктуре, конечно, нет, потому что уже пробки на дорогах, уже очереди на заправках, уже дефицит бензина определенный, после того, как русские разбомбили там часть заводов, часть хранилищ. И при этом все основное, что происходит в стране, происходит не в Киеве, а происходит на востоке под Изюмом, под Харьковом, на юге под Николаевым. Ну и, конечно, Мариупольская вот эта вот Одиссея. Я не знаю, Одиссея — это неправильное слово, да, как это называлось. Севастопольская страда. Вот эта Мариупольская страда, она продолжается, и, конечно, все главное там сейчас. Что вам известно, например, да, вот про упомянутый вами Мариуполь, что там происходит, потому что действительно это один из таких самых драматических эпизодов этой войны, один из, их, к сожалению, слишком много для того, чтобы говорить, что единственный, потому что там пристально приковано внимание всего мира, вплоть до Папы Римского, который трижды просил Владимира Путина помочь с эвакуацией оттуда, и даже сам предлагал туда приехать. Что сейчас известно, потому что мы видели сообщения о том, что эвакуировано какое-то количество гражданских с Азовстали, что с Азовсталью и защитниками Мариуполя, и что с самим городом? Города нет. Город уничтожен. Я не знаю, как люди, которые нас слышат, могут это примерить на себя. Я не могу, например, да, вот я не могу себе представить, что город, в котором я вырос, вот по нему можно просто идти, там час идти, 2 идти, ничего, кроме развалин, обгорело, ты не видишь. Но Мариуполь сейчас устроен так. Из Мариуполя очень большое количество людей вывезли в Россию, причем у нас нет не то что полной, да, у нас даже примерной информации нет, как это все устроено. То есть понятно, что кого-то забирают, кого-то арестовывают. Те, кого брали в плен, не брали в плен, кого-то, может быть, просто выцепили из машины. То, что не называется формально, когда взяли в плен, да, просто взяли, отвели куда там отвели? В фильтрационный пункт, и дальше увезли и посадили в Россию в СИЗО. Вот этого человека, как его называют, пленным, не пленным, да, вот какое-то перемещенное лицо. Кто-то смог выехать в Украину, в подконтрольную территорию, кто-то пропал без вести. И мы знаем, что когда пропал без вести в городе, который бомбят, скорее всего, значит погиб. Есть вот эта Азовсталь, которая держится, которая... Я не тот человек, с которым нужно про это говорить, да, но нужно... Слушайте, просто в конце концов, да, это не Вторая мировая война, где пришло письмо треугольник, значит, есть весть от человека, не пришло письмо, значит, нет вести от человека. Просто берите и смотрите, что эти люди сами про себя говорят. Там есть связь, они снимают видео, они регулярно выкладывают, они показывают, как они живут. Просто не нужно мне эти вопросы задавать. Берите у них прямую речь и показывайте, пусть люди это видят и слышат, что там происходит на этой Азовстали. Ну и, конечно, Папа Римский, которому вроде как по работе положено верить в объективное существование зла, да, вот, то, что сатана — это не просто фигура речи, а что-то реальное. То, что он целых 3 раза пытался сатане что-то такое внушить, я не знаю, там, может быть, у него еще были какие-то иллюзии. Но у нас тут давно уже никаких иллюзий нет. Такой Путин, и о чем с ним можно договориться, и что от него можно получить. Вы знаете, я думаю, что тут большая проблема заключается в том, что и политики на Западе, и Папа Римский, и, наверное, какие-то звезды, которые обращаются к Путину, и прочие вот такие известные люди, они исходят из того, что
ну, с Путиным каким-то образом можно о чем-то договориться, что у него есть какой-то интерес, ему можно что-то предложить, и взамен на это, значит, он пойдет на какие-то человеческие действия, и они из этого исходят, и каждый раз наталкиваются на то, что, ну, это никаким образом не соответствует действительности. Скажите, пожалуйста, у вас есть представление вообще о мотивациях Путина? Ну, то есть, почему он уничтожил Мариуполь? Да, потому что ведь он там шел условно под лозунгами «мы освобождаем Мариуполь», «мы освобождаем, там, значит, русскоязычных людей», «мы вообще там вторгаемся в Украину для защиты их», и в итоге он просто не оставляет там практически ни одного дома ракетами и вводит туда и кадыровцев, которые в самих боях не очень участвуют, но зато на уже захваченных территориях зверствуют, о чем есть много свидетельств. У вас сложилось какое-то представление о вот этом неком зле, как оно вообще функционирует и что с ним делать? То есть переговариваться с ним не очень получается даже Папе Римскому. Что тогда делать? Мне не очень интересно, какая у него мотивация. Знаете, что хотел Путин сделать с Мариуполем? Путин хотел его уничтожить. Просто потому, что если бы не хотел, то не уничтожил. А на каком этапе он этого захотел? Там, да, когда он перешел от плана «давайте захватим его целым и скажем, что это наш русский город», к плану «Б», «давайте его просто сравняем с землей и скажем, что так и было». Но мне не интересно, там, не знаю, Папе Римскому может быть интересно, там, да, в рамках теологии и демонологии. Это, по-моему, просто беспредметный разговор. Просто чем дальше, тем меньше становится таких людей, которые думают, что Путин тоже человек, и с ним тоже можно как-то торговаться. Потому что там всякие маразматические дедушки типа Нового Хомского, да, которые говорят, что Украина должна сдаться просто потому, что если сдаться, то меньше людей погибнет. Но мы же не будем с этими дедушками там вступать в какую-то дискуссию и объяснять, почему они не правы. У нас было 2 месяца, уже даже 2 с лишним месяца, чтобы все, кто хотел понять, что происходит, это поняли. Те, кто до сих пор думают, что как-то вот можно все это порешать, обкашлять эти вопросики, послать человечка, но, я не знаю, пусть пробуют, если им больше нечем заняться. Невозможно ни о чем договориться с Путиным. Точка. Даже если вы подпишете с ним кровью, там, да, как-то весь разговор как-то наш вокруг Фауста как-то вот крутится. Почему-то. Даже если вы с Путиным подпишете какой-нибудь хирограф кровью, то он завтра его порвет и сделает что-нибудь по-своему. Причем даже не порвет, да, просто сделает и скажет, а я этого не делал. Или скажет, а так и было. Или скажет, но это предполагалось, что вот так и будет. И смысл тогда с ним договариваться. Зачем вообще? В чем смысл? То есть единственный язык, на котором можно говорить с Путиным, это взрывы там на всяких складах российских под Белгородом, под Пермью. Всякие мосты, которые обрушились внезапно, всякие корабли, которые потонули. Вот это язык, который даже не важно, понимает он его или нет. Этот язык в любом случае доходит. А там всякая дипломатия, давайте вот из гуманитарных соображений сделаем то, 10-е, 5-е, слушайте, на что это? Нет, есть люди, которые занимаются этой дипломатией тоже, есть люди, которые делают эти малые дела, которые как-то обеспечат эти гуманитарные коридоры, которые там иногда все-таки срабатывают, да. Ну, пожалуйста, это их работа, просто это не моя и не твоя работа, и нам-то зачем пытаться вот это все решать. Ну, я объясню, да, то есть я не из праздного интереса спрашиваю, не в смысле, что я там завтра пойду, не знаю, с Путиным как-то переговариваться, а в смысле, что мы видим большое количество людей по всему миру, в том числе на Западе, от желаний и воли которых зависят совершенно разные вещи. Ну, то есть та же поставка вооружений, там, закрытие неба, нефтегазовое эмбарго и прочее, и прочее, и прочее. И вот эти люди, они живут в парадигме, там, европейского общества, да, там, условно-цивилизованного мира. Ну, что там дипломатия превыше всего, что вот, значит, конфликты можно как-то вот решать, и более того, там у них есть представление, что нет там безвыходных ситуаций, да, и там с моей точки зрения, чем раньше они поймут, что это все не работает, и нужно как можно скорее там и поставлять оружие, и вводить нефтегазовое эмбарго, тем лучше, и поэтому я и спрашиваю мотивацию с точки зрения того, чтобы этим людям в том числе объяснять, чтобы до них доходило. Ну, там, ладно, не до Хомского, там все понятно, там уже ничего не поможет, как бы тут на его совести, но до многих других разных людей, которые, собственно, это транслируют, чтобы понять, что делать. Вот, на ваш взгляд, какие действия сейчас должны предприниматься Западом, теми россиянами, которые поддерживают Украину, и в целом мировым сообществом для того, чтобы остановить эту войну, остановить гигантское бесчисленное количество убийств, которые предпринимаются там, российской армией под руководством Путина? Я не думаю, что все еще много людей, которые не понимают, вот, которые имеют те иллюзии, которые ты описал.
Я думаю, что их уже практически не осталось. Там было пройдено несколько этапов, да, и войну эту мы начинали там еще с какими-то позициями, что нет никаких вообще поставок военных, ну или только нелетальное оружие, там какие-нибудь каски, то не сейчас, а потом, а может быть никогда, а уж небо точно не закроем, уж тем более не будем воевать с Путиным. Сейчас все это, причем усилиями самого Путина и его миньонов, все это доползает до уровня, где начинается понимание, что, ну окей, а завтра нам предъявят ядерный ультиматум, и что мы будем делать? И есть люди, которые думают, что от этого ультиматума можно просто как-то вот уйти, приняв его, например, да, или как-нибудь еще там поторговавшись. А есть люди, которые понимают, что нет, это точно случится, потому что чем хуже у Путина дела, в его армии дела, тем меньше ему остается вариантов, кроме как сказать, а вот завтра, значит, если Украине не сложит оружие завтра, то мы будем бомбить Киев, Лондон, Париж, там, Вашингтон и что-нибудь еще, да. С тем, чтобы американцы, там, французы и прочие надавили на Украину и заставили ее капитулировать. А следующий будет, а если вот вы не снимете санкции с нас к полуночи следующего дня, то кинем ядерную бомбу. А следующая станция, а вот если вы не выплатите нам компенсацию, не знаю, $1 триллион, 10 триллионов долларов, $1 триллион долларов, то завтра мы тоже кинем на вас атомную бомбу. Я не думаю, что люди, которые отвечают вот за эти процессы с европейской стороны, с американской стороны, что они настолько наивные, настолько глупее нас, чтобы они не понимали, что к этому все идет. У них, наверное, есть какой-то план Б, потому что если у них нет плана Б, то о чем мы вообще говорим? То нам, конечно, всем уже конец, просто мы об этом еще не знаем. Да? Я думаю, что все-таки это не так. Я настроен оптимистично. Я думаю, что большинство из нас эту войну переживет. И потом, правда, будет, как в мультике про «Остров сокровищ», да, может быть, живые позавидуют мертвым, но тем не менее. Поэтому делать, то же самое, что они делают. Оружие едет. Украине очень нужны пушки, Украине очень нужны артиллерийские системы и контрартиллерийские системы. Вот это все то, что не входило ни в какие первые пакеты военной помощи, и входило там какие-то следовых качеств. Там, да, привезли какой-нибудь один несчастный радар на весь фронт. Да, вот сейчас это, судя по всему, пойдет уже в таких нормальных порциях. Мы видим, да, что у российской армии прогресса нет вообще никакого, а потери есть. Причем чем дальше, тем меньше они могут эти потери не признавать или как-то скрывать. Они могут их героизировать, единственное, они могут говорить, что вот смотрите, вот то, что у нас гибнет столько генералов, но это же доказывает, что наши русские генералы самые храбрые. Это, конечно, ничего подобного не доказывает, доказывает, что генералы не могут обеспечить безопасность даже самим себе, не говоря уж о своих солдатах. Но, тем не менее, были какие-то разговоры о том, что к 9 мая все это приурочено, что вот к 9 мая это русские что-нибудь сделают обязательно, но пока я похоже, что не сделают, потому что сейчас уже 2 на дворе. И сделать за неделю то, что вы не сделали за 9 недель с начала этой войны, вы вряд ли что-нибудь сможете. Поэтому, живем, не теряем оптимизма, делаем каждый, что может у себя на своем участке, который тебе достался. Отдельно хочу повторить, да, и уточнить вопрос про то, что могут делать россияне. Если с европейцами все понятно, то есть большое количество россиян, которые там против этой войны, которые хотят помогать Украине. Часть из них помогает беженцам, часть из них пытается содействовать в привозе гуманитарной помощи в различные города Украины. На ваш взгляд, какие вообще есть опции, то есть чего сейчас могут делать какие-то россияне, которые бы хотели это как-то остановить, этому помешать? Это там одно направление, это именно помощь, да, другое направление, это антивоенные выступления, которые тоже есть. Есть диверсионные акты, и вот у нас есть там первый подтвержденный, где сам губернатор сказал, да, поход диверсия, поход мост железнодорожный нам, значит, взорвали. Вот какие виды вам кажутся, правильными и что могут делать люди? Этот разговор может быть очень короткий или очень длинный. Я не знаю, как мы его поведем. Давай, если короткий, то я не знаю. Вот ставя себя на место человека, который живет в каком-нибудь маленьком городе, у которого там, как в ревизоре, да, до какой, хоть год скачи, до какой границы не доскачет. Что он тогда себя может сделать? Там, выйдет на площадь с плакатом, да, но он, не знаю, там, кинет бутылку бензина в военкомат, там даже, да, пускай такой экстремальный вариант. Считать, что что-то из этого повлияет на то, как эта война идет, наверное, это самообман какой-то, да, это в лучшем случае работает на твою собственную совесть. Что ты потом себе скажешь, что а зато я не сидел сложа руки.
Если говорить о том, мне на самом деле очень многие пишут люди, вот именно с таким позывом. Вот Илья, вот я из России, я хочу помогать, а что будет, если я приеду в Украину, дадут ли мне воевать? Но мой ответ на это такой, что не надо этого делать, просто потому что ты, приехав с российским паспортом сейчас с нуля в Украину, значит, скорее всего, тебя не пустят воевать, честно говоря, да? А если ты будешь просто там волонтерствовать, то ты больше времени потратишь времени на то, чтобы доказывать, что ты не верблюд, чем на то, чтобы делать действительно что-то полезное. Если ты можешь, там, сидя у себя или в городе, да, или там, мигрируя куда-нибудь, помогать беженцам, ну окей, это полезно, да, наверное, беженцам. В любом случае стоит помогать. Но, вот, например, заниматься хаотичной рассылкой спама насчет того, что вот давайте мы вам пришлем какую-нибудь помощь, самое характерное – это бронежилет. Вот это самый пример, который, наверное, проще всего объяснить и проще всего понять. Да, общеизвестно, что украинская армия эту войну начала с огромной недостачей бронежилетов. Она по-разному выглядела, где-то в кадровых войсках там было лучше, в теробороне было совсем плохо, где-то не так плохо. Но бронежилеты были нужны вот вчера, что называется. Да, вот 23-го они были нужны, а 24-го их стали искать. Что началось? Начался всякое военное мародерство, как это бывает, да, когда мы старые прогнившие некачественные жилеты продаем втридорога, а люди на это собирают деньги, дают свое последнее. Но эти варианты мародерства мы не берем, мы все-таки говорим про людей, которые реально хотят помогать. Но было очень много бестолковой активности. Когда у какого-нибудь производителя этих жилетов, у которого они лежат на складе где-нибудь, там, не знаю, в Венгрии какой-нибудь, да, или в какой-нибудь Румынии, или в какой-нибудь Франции. Вот они там лежат, и никому они не нужны, потому что они, ну не то что бракованные, да, но они не военные. Они там для каких-нибудь полицейских, условно говоря, там, да, которые охраняют демонстрации, которого ничего серьезнее, чем ткнуть его кто-нибудь ножом сзади, с ним ничего не случится. Вот они лежат себе на складе и лежат. Появляется волонтер, говорит: о, у вас бронежилеты. Я знаю, что украинцам они нужны. Давайте мы вас их купим, давайте мы сделаем фандрайзинг, давайте мы соберем 1 000 000 евро. Естественно, этот хозяин склада эти бронежилеты с удовольствием вам продаст за 1 000 000 евро. Естественно, вы потом поставите всех на уши, привезете их в Украину. Дальше окажется, что здесь они никому в лучшем случае не нужны. В худшем случае люди их наденут, пойдут в них воевать и погибнут просто потому, что эти бронежилеты не для войны. А вы уже собрали на них тот 1 000 000 евро, которые могут пойти на какие-нибудь более полезные штуки, вроде медицинских всяких там турникетов, да, лекарств, там просто машин подержанных, которые тоже нужны в очень большом количестве. То есть бестолковая активность – это хуже, чем ничего не делать. Вот просто сидя у себя в Рязани и там, не помогая лишний раз Путину, не нося эту самую букву Z, вы уже принесете меньше вреда, чем делая то, в чем вы не понимаете, в чем вы не разбираетесь, просто из идеи, что я буду делать хоть что-нибудь. Волонтерство, вот это военное украинское волонтерство, оно прошло путь в 8 лет, оно тоже начиналось с очень бестолковых вещей. Просто сейчас им занимаются люди, которые уже имеют этот опыт, которые уже понимают, с кем нужно иметь дело, с кем не нужно иметь дело, понимают, что сначала нужно узнать, что нужно конечному пользователю, который эти там каски, жилеты, что-то еще будет носить, а что ему не нужно, и только потом уже идти делать фандрайзинг. Вот это, я понимаю, что из того, что я сказал, наверное, утешительного мало, да, и человек, который думал, что он от меня получит ответ, а вот сейчас мне все объяснят, что я должен делать. Но извините, да, мы сейчас живем в то, что может привести в Третью мировую войну, и хорошего ответа, кроме как там пойти в бункер застрелить Путина, что вы можете делать, чтобы эту войну прекратить. Но его нету просто, да. Но если Нет, я наоборот очень рад, что мы это проговорили, потому что многие говорят о том, как помогать, но довольно мало людей, которые рассказывают, какие есть подводные камни, и мне кажется, что действительно это тоже важные вещи, потому что помощь должна быть не просто для галочки, но действительно, которая на что-то влияет. Есть волонтерские центры с такой старой репутацией, ну, есть, конечно, и вновь образованные, тоже хорошие, да, но есть центры просто со старой репутацией, которая эта репутация зарабатывал с 2014 года, а то и раньше. Если у вас есть лишние деньги, ну давайте их им. Не давайте их первому попавшемуся человеку, который вам прислал спам, со словами, что вот я теперь здесь главный волонтер, и дайте мне все свои деньги, и за это вы спасете свою душу. Да? Волонтерство – это не продажа индульгенции. Это все-таки понимание того, что за этим должна стоять практическая польза в разумные сроки. Потому что если через полгода приедет какой-нибудь там контейнер с этими бронежилетами, да,
не факт, может быть, лучше эти деньги, эти те же самые деньги пустить на то, что приедет через 2 недели, пусть будет совершенно не жилетами, а будет что-то другое, что нужно вот через 2 недели будет нужно на фронте. Угу. Вот так. Так живем. Вы знаете, Илья, другая большая тема, тоже я вижу по вашим социальным сетям, что она не проходит мимо вашего внимания. Это, конечно, поджигатели войны, которые продолжают ее всячески разворачивать на российское общество. Да? Я говорю о пропагандистах, о том, как они выступают, о том, что они говорят, о том, как они то к ядерному удару призывают, то к мобилизации, то еще какую-нибудь чушь несут. Вы в отношении них довольно радикальны. Там, со своей стороны я скорее бы был рад видеть их на скамье подсудимых, но если будут применены и ваши варианты, то тоже долго горевать не буду. Расскажите, пожалуйста, как это вообще до вас долетает? Ну, то есть вот я, как с вами там мы общались несколько раз, да, и видно, что там у вас много дел, вы в Украине, вы, значит, всячески помогаете, участвуете в этом всем, и все равно до вас долетают отголоски вот этой вот оголтелой российской пропаганды. Как это получается и как это формирует ваши отношения? Сложный вопрос, я не очень понимаю, как на него отвечать. Что значит, как долетает? Ну, долетает, когда всех, да. Но есть люди, которые просто, что называется, в эпицентре, вот они сидят перед этим русским телевизором и смотрят его сюда. У меня, в первую очередь, пенсионеры какие-то, да, но это уже отрезанный ломоть, с этим ничего не сделаешь. Невозможно человека, пока к нему в его личную квартиру не прилетит какой-нибудь снаряд, и то он будет думать, что этот снаряд прислали те самые нацисты, которых Путин вот-вот едва остановил, но вот что-то в последнюю минуту пошло не так. Ну, а до меня долетает, ну как, Твиттер приносит какие-то самые ядреные куски. Да, вот, а вот смотрите, что Симонян в очередной раз сказал. Мне все равно, что Симонян в очередной раз сказал. Мне тоже кажется, что все вот эти люди, вот первого эшелона пропагандистов, не те, которые там где-то на подхвате, на подсосе, а те, которые вот прямо первые звезды вот этой пропаганды государственной. Симонян, Соловьев, кто там дальше? Дальше нулевой эшелон, на самом деле, да, там Захарова, наверное, еще в том же месте, потому что какая же она дипломат? Она не дипломат, она то же самое, что Симонян. По другому ведомству получает деньги свои. Нулевой эшелон, дальше идет первый эшелон, там всякие Петры Толстые, всякие, кто там, ну, назови там парочку фамилий. Я тоже, может быть, уже немного выпал из тренда и не очень понимаю, кого нужно считать первым эшелоном. Для них, на самом деле, все уже закончилось. То есть, что бы они сейчас ни сделали, как там в какой-то серии Саус Парка было, да, когда Санта-Клаус подсчитывает, значит, кто плохой, кто хороший, и говорит Картману, что Картман, вот даже если ты до конца года изобретешь лекарство от СПИДа и рака, то тебе все равно не удастся свести баланс в положительную сторону. Вот что бы они сейчас не сделали, свести баланс в какую-то более-менее положительную сторону, даже нулевую, нейтральную, они уже не могут. Это люди, которые не просто призывали к войне, потому что какой-нибудь безумный пенсионер в Подольске, да, который стоит перед пивной и говорит, вот эти вот суки американцы, вот, значит, как надо сейчас по ним бомбы вдарить, это их хохлы тоже. Он тоже призывает к войне, просто его намерение, может быть, ничуть не лучше, чем у Симоняна, но его усилия настолько ничтожны, и сам настолько ничтожен, что странно говорить о том, что вот эти вот его слова имеют какие-то последствия. Слова Симоняна, конечно, имеют последствия. Не только слова, вот организаторские усилия, вот это все создание этой машины пропаганды, мы видим, что это вылилось в реальную войну, которая имеет все шансы перерасти в ядерную. Ну, не то, что все, да, но такие здоровые шансы имеют. То есть это не то, что мы там теоретически сидим на диване, рассуждаем, да, нет. Это вот мы примеряем к себе, думаем, какой глубинный подвал копать, да, там сколько таблеток йода запасать и прочее, прочее. Для них все кончено. То есть они сейчас не могут переменить свою линию, они не могут ее смягчить, они не могут как-то вот превратиться в голубей, потому что неважно, что они сейчас скажут и сделают, их баланс уже в любом случае сошелся вот туда, в ад, напрямую, непосредственно. Поэтому доживут они до конца этой войны, не доживут, убьют их сразу, там, линчуют их на улице, их будут судить. Ну, на самом деле, не очень принципиально. Для первого, второго вот этих вот уровней, ну, наверное, у них у всех так. То есть там, что должно случиться с человеком, который ходил к Соловьеву там несколько лет подряд на эти эфиры и поддакивал, что да-да-да, давайте воевать, чтобы ему не умереть в тюрьме. Причем не обязательно там, чтобы его судили пожизненно, да, просто для них, для всех, для этих людей с учетом их возраста, любой адекватный срок, адекватный тому, что они сделали, будет, скорее всего, пожизненно. Поэтому я бы не тратил как-то очень много времени, рефлексируя о том, что с ними будет. Говорить о них имеет смысл с другими, с ними не нужно говорить.
Не нужно вести дискуссию с Владимиром Соловьевым. И не нужно вступать в в переписку Андрея Курского с Маргаритой Симонян. Да? Нужно говорить об этих людях с другими, у которых что-то еще может измениться, у которых что-то еще может в их там, головах, да, переключиться или в действиях поменяться. Для таких разговоров это как раз очень благодатная тема. Потому что мне, наверное, многие со мной не согласятся, но я все еще к человечеству и к людям, даже к россиянам, отношусь с неким сдержанным оптимизмом. Я считаю, что вот эту вот человеческую искру в человеке очень тяжело как-то задавить до полного угасания. У каждого из нас есть какие-то базовые, хотя бы зачаточные представления, что такое добро и зло. Даже какой-нибудь такая целевая аудитория вот этой пропаганды, какой-нибудь такой, ну, представь себе, да, как рисовать портрет с широкими мазками, скорее сыграть фоторобота. Какой-нибудь мужик за 40, который служил, допустим, там в десанте, который любит группу Любе, болеет за «Спартак», там водит Ford Focus, работает на какой-нибудь работе, у которого там жена, семья, и который, в принципе, ну, если спросить его, если начать с ним беседовать, а вот как там вообще, с Украиной надо воевать? Ну, конечно, надо воевать, скажем. Почему? Ну как же, ну они против русских, да, они же вот наших ребят там убивают, и вообще они нацисты. А дальше вполне может быть и скорее всего будет, потому что вот эта война, она же ведется в медиапространстве, да, она подбрасывает эти сюжеты каждый день. Рано или поздно мужик, который совершенно не наш с тобой круг общения, и который, в принципе, дружба которого с Путиным, да, и любовь его до гроба с Путиным, она, в принципе, вещь естественная, поскольку Путин так свой медиа-контент и выстраивал, чтобы вот как раз эту аудиторию зацеплять, не в последнюю очередь. А дальше он видит что-то, что его потенциально может зацепить. Там труп ребенка он видит. И вспоминает, что, у меня вот дочке тоже там 9 лет, и вот когда поставить ее перед фактом, что вот такие же, как ты, чуваки там, да, что вот они эту девочку изнасиловали, потом убили, и что от этого нельзя отвертеться, но у него происходят какие-то процессы в душе. Да? Там первое, естественно, отрицание, что нет, этого не было. Потом какой-то вариант торга. Ну, наверное, было, да, но, наверное, это не русский солдат, наверное, какие-то выродки там случайно стесавшиеся. И дальше вот за эту луковицу, да, может быть, мы как-то и вытащим его из этого ада, потому что как только человек начинает сомневаться в том, во что он привык верить, то, что он привык принимать как-то без скрипа внутренних шестерен, да, а потом он понимает, что нет, все-таки мир устроен чуть иначе, что надо переосмыслять. Вот, глядишь, там одну душу и спасли. Да? Вот Маргарита Симонян, как такое очень сочное, очень такое красочное, идеальное воплощение всего грязного, всего подлого, всего порочного, всего такого человека ненавистнического, что только вот есть в этой сфере, она как раз на контрасте, да, на фоне того, что вот это очень, очень хорошо отзывается, но она, может быть, кого-то и спасет, вот именно своей мерзостью, кого-то спасет от того, чтобы окончательно туда, в эти бездны ада рухнуть вместе с Путиным, до конца цепляясь за эту букву Z, за то, что Россия великая, победа наша, все и так далее. Илья, скажите, пожалуйста. Но вот я это так себе, по крайней мере, представляю. И я лучше ошибусь в лучшую сторону. Я лучше ошибусь в том, что люди лучше, чем они есть, чем обратную сторону. Скажите, пожалуйста, при вот этой вашей вере в человечество и в людей, много говорят сейчас о мобилизации, о возможности этой мобилизации, и не столько из каких-то инсайдов, да, не из того, что там вот там кто-то обсуждает в Кремле, а просто из того, что иначе не очень понятно, а как воевать-то дальше Россия будет, при том, что, очевидно, желание есть. И много говорят про эту мобилизацию, там кто-то говорит, что она может быть к 9 мая, кто-то что чуть попозже, но, тем не менее, обсуждается это много, и я хочу вас спросить, вот с этой вашей верой в людей, как вам кажется, пойдут ли россияне, собственно, воевать? Пойдут ли вот эти там 40-летние мужчины из дивана, которых вы описываете, значит, молодые ребята, которые вот только-только закончили школу, неподготовленные, не, значит, вымуштренные, в которых еще не убито все возможное, как это происходит в российской армии. Пойдут ли они с оружием, причем не очень хорошим, скорее всего, потому что она тоже кончается, воевать в Украину, убивать и умирать? Кто-то пойдет, но, во-первых, все желающие, маломальски желающие, да, они и так уже здесь.
все эти вагнеровцы там, да, и прочие люди, которые откликнулись на объявление, приходи к нам убивать за 9 тысяч рублей в месяц или что-то такое. А Нет, если платят что, там потом как семье раз много. заплатим. Платят там как раз Ну, много, там неважно. 150 А тысяч что было обещают. много? Да, да. Сколько денег много за то, чтобы пойти убивать и, скорее всего, быть убитым? Такой суммы не существует, но для этих людей это довольно много, то, сколько им предлагают, да. Я этой мобилизации не опасаюсь, и, в общем, и те люди, которые вокруг меня здесь, тоже не опасаются, даже уже не по этим высоким моральным соображениям о природе человека, а просто потому, что, ну, смотрите, вот как в России делается все. Как в России подготовили первый эшелон этой войны, который они готовили там годами, а уж финальная подготовка месяцами шла. По крайней мере, с ноября прошлого года она шла, может быть, там. Ну, считаю, что с того момента, как их вывезли, там, поселили в палатках уже на самой границе. Хреново. Вот так же будет проходить мобилизация, только умноженная во сколько раз, во сколько это будет больше людей. Будет огромное количество бардака, будет огромное количество хаоса. Будут всякие случаи, там, вроде того, что такой-то напился и расстрелял там своих собратьев, да, а такой-то сбежал самоволку, а такой-то, значит, устроил там пожар, а такой-то пострелил ногу себе, и что-то еще. Вот это все будет умножено на тысячи раз. И при том, что вот этот баланс в пользу Украины в этой войне, Украина же выигрывает эту войну, мы все это понимаем, да, а Россия проигрывает. Этот баланс, он сходится именно за счет двух вещей: мотивации и качества техники военной. При том, что у Украины тоже свои проблемы, при том, что в украинских войсках тоже очень много людей необученных и там совсем неопытных. Да. С ними обращаются, правда, иначе, чем с русскими. Их все-таки пытаются как-то щадить и экономить, и посылать там совсем уже опасные места, тех, кого неопытных, кого можно не послать. Но, тем не менее, когда у вас люди, которые не имеют вообще никакой подготовки, и у вас их десятки тысяч, вы должны с ними что-то делать, неизбежно будет такое, что человек вообще без всякого представления, в какую сторону держать автоматы, когда направлять, да, он окажется, тем не менее, в опасном месте. Но все-таки баланс сходится по технике и по мотивации в украинскую пользу. И мобилизация российская, вот этих двух компонентов, она точно никак не. Да, это там попытка закидать трупами в ситуации, когда уже оружие совершенно другое, когда разведка совершенно другая, когда многие вещи, которые раньше проходили, потому что, ну вот мы сейчас через лес проскочим, они не проходят, потому что там спутники и дроны видят, как вы проскакиваете через лес. Даже если вам кажется, что вас никто не видит, то вас просто видят там, да, в этих всех, там, в термоспектре, там, в каких-то засекают вас по электронике и прочее, прочее. Поэтому, ну, если брать такое настроение внутри Украины, там, мы боимся, не боимся русской мобилизации. Нет, не боимся. А вот что об этом думать русским, это, конечно, большой вопрос. В первую очередь, наверное, те, кого пугает перспектива сесть в тюрьму за отказ воевать, должны понимать, что вы сядете в тюрьму в таком случае, ну, не дольше, чем закончится Путин. Да? А Путин уже отчитывается, у него уже часики тикают, у него же там флажок, как говорят шахматисты, болтается, потому что его время уже на исходе. Если он проигрывает эту войну, там, ну вот Фрэнсис Фукуяма, например, писал, что он не может пережить проигрыш этой войны, потому что там его обязательно свергнут. Я в этом вопросе не такой большой оптимист, но я думаю, что все равно, значит, после того, как он войну эту проиграет, ему все равно останется какие-то обрывки его былых возможностей и возможности влиять на ситуацию. Так или иначе, он придет к тому, что его не станет. Там свергнут ли его, или он застрелится, или его как-то по-тихому отстранят, или что-то еще случится. Но это уже не будет Путин. И вот у вас, когда вам говорят, что вас посадят на 15 лет, вот так вот пальцем, да, так начальственно, да, это никакие не 15 лет. Ну, может быть, вас помурыжат, да, может быть, вы окажетесь на сколько-то, на какое-то время в СИЗО, там, да, потом окажетесь в какой-нибудь неприятной достаточно колонии. Но это лучше, чем если вы окажетесь под Изюмом. Потому что под Изюмом вы, скорее всего, просто сгорите заживо или под Николаевым, да, и никто не вспомнит, где вас звали и где вас закопали. А тут все-таки у вас большие шансы пересидеть Путина, пусть даже в российской тюрьме, чем пережить эту войну, если вас на нее пошлют. Поэтому, ну, решайте, в принципе, да. Я не хочу просто делать эту браваду и говорить, что да нет, мы вас всех закопаем, закидаем шапками, там, кладите семечки в карманы, потому что вы станете удобрением в нашей земле. К сожалению, как показывает опыт, разлагающееся человеческое тело – это не удобрение, да, это проблема. Это в первую очередь
значит, такое вот то, чего пытаетесь ваши поля избавить, а не, наоборот, это закопать поглубже. Но, тем не менее, да, все, кто сюда придут, так или иначе, их здесь как-то встретят. И вот эта мобилизация – это не предмет таких вот постоянных разговоров, что «Ой, что же случится? Ой, как же будет, если русские, значит, мобилизуются?» Вот мы же, наверное, их тогда не сдержим. Да нет, в принципе, все плохое с точки зрения конвенциональной войны, все с точки зрения того, что не касается атомного оружия, все самое плохое, что могло случиться, уже случилось. Уже все последующие усилия русских на эту тему ничем сопоставимым с тем, что было в феврале и марте, просто по определению не могут быть. Вы довольно много говорите про угрозу ядерного оружия и ядерного удара, то есть видно, что ваши мысли к этому часто возвращаются, и я так и не понял вашу позицию по этому поводу, в том смысле, допускаете ли вы, что он может случиться, допускаете ли вы, что Путин может нажать эту кнопку? И ваше отношение понятно, что даже если это возможно... Негативное отношение. Да, негативное к ядерному удару, это все понятно. Я в том смысле, что даже если мы эту перспективу берем в расчет, то все равно мы должны исходить из того, что нельзя на это вестись. Это понятно, но какие тогда варианты вы видите? То есть два вопроса. Первый, насколько вы считаете это вероятным? И второе, какие вы видите варианты, если вы считаете это возможным? Варианты чего? Варианты того, как действовать конкретно вам, как действовать Украине, как действовать миру. Смотри, вот был такой фильм Кубрика «Доктор Стрэнджлав», или «Как я перестал беспокоиться, я полюбил атомную бомбу». Да, я атомную бомбу не полюбил, но беспокоиться реально перестал, потому что когда ты это переживаешь и реально примеряешь на себя, вот я помню конкретно дату, когда я перестал бояться атомной бомбы, потому что я его испугался по-настоящему. Это было 27 февраля, когда они впервые заговорили, а я ездил по очень пустому Киеву, и я понимал, что вот да, это сейчас может случиться в любую секунду. И вот когда ты один раз уже это прожил и полностью как-то вот все это внутри себя уложил по полочкам, дальше ты уже понимаешь, что ну да, вот есть такой вариант реальности, я на это никак не могу повлиять. Значит, просто живем, делаем, что должно, и будет, что будет. Это не бравада, да, просто ты не можешь с этим жить, не приняв вот такого отношения. Иначе ты просто скатываешься в панику, вешаешься или там берешь чемодан и уезжаешь. Вот если ты вообще живешь в такой ситуации, значит, ты у себя это в голове уже прокрутил и с этим смирился. Я не знаю, что будет со мной, да, я живу в центре Киева, если в мишени будет Киев, значит, я буду в эпицентре. Значит, это уже будет не моя проблема, а ваша. Я это могу как-то с легкостью, да, вот так вот себя как-то скинуть. Ногами к эпицентру взрыва, вот это вот все, да? Да, и автомат под себя, чтобы казенный автомат не оплавился, да. Мы все это знаем, эти шутки, только как-то они менее смешные уже сейчас, чем тогда, когда мы Факт. Первый раз слышали. Но не важно. Как к этому относиться? Относиться к этому как к тому, что вот мы, человечество, да, мы к этому подошли, к этому этапу. Что у нас уже теперь есть Гитлер, у которого атомная бомба. Этот Гитлер не дошел пока еще до лагерей смерти, просто потому что время не прошло такое, да, не так шли условия войны. Я об этом говорил не в одном эфире. Еще раз, мне очень не нравится, что мы измочалили, да, и обесценили метафору, что кого-то сравнивают с Гитлером. Потому что все понимают, Гитлер же только Гитлер, да, вот. Там Саддам Хусейн не Гитлер, Путин не Гитлер, Чаушеску не Гитлер. И мы как-то поверили за счет этого, что Гитлеров теперь уже не будет, потому что один уже был, а второму не бывать. Да, вот. Нет, все не так. Он есть, он с атомной бомбой, ну, по крайней мере, мы считаем, что он с атомной бомбой. Да? Она может быть ржавая, но мы об этом не узнаем, пока он реально не попытается ее использовать. И вот сейчас человечество просто живет такой этап своей истории, когда вот и есть вот такое. Да? И оно точно с этим что-нибудь сделает. Да? Хотелось бы, чтобы это случилось без того, чтобы там забросали всю Россию, например, ядерными бомбами, чтобы с ней уже ничего не взлетело. Потому что не надо думать, что Украина все настолько безумны, что, значит, там, мы готовы жить в радиоактивной пустыне, только чтобы более радиоактивной пустыней была сама Россия. Нет, не готовы. Нам бы этого не хотелось. Но понимание, что в зависимости от того, как вот это вот противостояние кончится, ставки-то на самом деле очень высоки, они гораздо выше, чем Украина и Россия.
отдельно взятых, да. Даже если не брать там всяких апокалиптических сценариев типа ядерной зимы, но ставки такие, что если у Путина ядерный шантаж проходит, то дальше начинается колоссальный спрос среди всяких стран третьего и четвертого мира на хоть какую-нибудь, хоть маленькую атомную бомбу. Потому что все понимают, что это теперь уже золотой билет. Вот если она у тебя есть, то все. Значит, тебя уже точно никто не тронет, потому что у Путина сошло, значит, ну и тебя тоже сойдет какой-нибудь там Мугаба или как тебя там зовут, Мутумба. Или какой-нибудь там Ким Чен кто-нибудь. Если шантаж не проходит, ну, значит, мир станет более безопасным. Да? Значит, даже если он не пройдет такой ценой, что в итоге эту бомбу скинут на этот бункер, там, да, или даже на город Москву. Но если станет понятно, что просто пригрозив атомной бомбой свободному миру, ты этот свободный мир не заставляешь делать то, что ты от него требуешь, а заставляешь, наоборот, его с тобой разобраться быстрее, чем это было бы, если бы ты просто сидел, тихонечко тиранил свой собственный народ, барыжил бы нефть, и за счет этого там дожил до 90 лет маразма, энуреза и прочее, да, и там оставил после себя там берущийся племя. Вот такие ставки. То есть я думаю, что на самом деле люди, от которых зависит нажать или нажать ту кнопку с той стороны, но они это у себя в голове как-то уже прокрутили. Какие-то сценарии А, Б и С есть. То, что мы их не знаем с вами, но это, там, может быть, мы спокойно спим от того, что мы их не знаем. Может быть, нам и не нужно стремиться их знать. Ну вот минимум Великобритания, да, довольно четко обозначила свою позицию по этому поводу, и как-то после этого именно от официальных лиц, не от пропагандистов, а от официальных российских лиц, как-то эта риторика поугасла немножечко. Ну вот у меня на полке стоит книжка Бориса Джонсона «Факты Черчилля», где он, такая очень смешная книжка по-своему. Джонсон же, Черчилль кумир Джонсона, да, и вот он написал целую книжку о том, как в разных критических переломных моментах срабатывал фактор Черчилля, и только благодаря этому, значит, все получилось хорошо. И Гитлера победили, и вообще. И вот было, на самом деле, очень забавно, когда Джонсон все-таки стал премьером, да, ну вот теперь ты Черчилль, да, вот теперь ты ковбой, ты и прыгай, да, там. Или как в анекдоте про золотую рыбку, значит, золотая рыбка, я хочу быть героем Советского Союза. Ну, пожалуйста, рыбка махнула хвостиком, значит, вот тебе граната, вот тебе немецкий танк. Вот ты Джонсон, вот у тебя, значит, Downing Street 10, вот у тебя, значит, портрет Черчилля, давай, показывай, какой ты есть и какой у тебя факт. И первое время казалось, что нет, не покажет. А сейчас уже вроде как кажется, ну, а может и покажет, действительно, да, может действительно что-то в этом есть такое. Но, еще раз, нам с вами, у которых этой кнопки нет под рукой, которым эти решения не приходится принимать, у нас есть только две опции. Либо мы уезжаем куда-то, где мы, как мы думаем, будет безопасно, либо, если мы не уезжаем, не уехали туда, где, как нам кажется, безопасно, значит, мы принимаем это просто как данность, в которой мы живем. Ну и все, мы живем. Согласен. Надеюсь, нас слушает один из каких-нибудь людей в этой цепочке для запуска ядерной бомбы. Да? У нас со стороны России там же много людей задействовано. Вот. И, может быть, мы повлияем, что он в итоге не нажмет, если даже поступит такой приказ. Хотя, опять же, я вот скорее из тех, кто... Шансы есть, но это все, конечно, в области фантазии, потому что мы не знаем, да. Реально. Да? Но шанс, что человек просто отказывается выполнять приказ, да, он, конечно, тоже есть. Это было бы мило с его стороны, как минимум. Мы бы вам сказали все большое спасибо. Последний не очень длинный вопрос, я бы даже сказал короткий, который я задам, в смысле и недолго времени у нас в эфире осталось. Есть ли сейчас ощущение, невозможно сказать по фактам, но ощущение, когда закончится эта война? Опасно заниматься таким гаданием, и я очень люблю, когда люди им занимаются. Но не люди, которые там просто сидят где-нибудь, аналитики, да, и строят прогнозы. Потому что, ну, ты построил прогноз, он не сбылся, про это все забыли. Если ты не профессор Соловей, у которого так бывает каждую неделю, да, то тебе этого потом никто не вспомнит. Мне нравится, когда этими вещами занимаются люди, которые имеют отношение к решениям и к усилиям, которые принимаются. Я себя каждый раз настраиваю, что это займет еще несколько месяцев. И ты должен быть готов этот рубеж сдвигать, потому что если ты настроился на определенную дату, 9 мая все закончится, да? А оно прошло, не наступило, ты резко падаешь, у тебя там все опускается, ты ложишься на пол и смотришь в потолок и не можешь пошевелить руками, потому что, ну как же, ты себя настроил вот на такой-то там, да, срок. Он прошел, а надо все еще что-то делать, победа не пришла, как же теперь жить? Вот. Мой настрой такой, что я должен как минимум до конца лета иметь у себя эту заряженную батарейку. Кончится раньше, ну, слава богу, да, но как минимум до августа, до сентября нужно быть готовым к тому, что от тебя в любой момент потребуются какие-то сверхусилия. Ну, вот так и живем.
Я уже несколько раз сказал эту фразу «так и живем», но мы действительно так и живем. So it goes. Такие дела — это то, что мы повторяем в последнее время очень часто. Я в том числе. Спасибо вам за это большое, за этот эфир. И будем надеяться, что действительно война закончится как можно скорее. И уже достаточно большое количество людей погибло. И будем надеяться, что эта цифра не будет увеличиваться. Хотя понятно, что в каком-то виде будет. Майкл, понятно, что она будет. Поэтому давай не прощаться на такой ноте. Давай просто пожелаем друг другу удачи. Абсолютно взаимно. Встретимся в 6 часов вечера после войны. Счастливо. Хорошо, договорились. Спасибо большое. Илья Новиков был с нами на связи. Видите, такой получился эфир и серьезный, и при этом с некой долей иронии. Надеюсь, он вам понравился. Вы можете оценить его, поставив лайк. Можете, кстати, дизлайк поставить. Вдруг вам не понравился. Мы любую обратную связь приветствуем. А также подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть еще в этих эфирах. Какие-то, может быть, у вас есть вопросы и к Илье Новикову, которые, я надеюсь, мы еще не раз позовем. Ну и не забывайте поддерживать, собственно, нас через donate.fbk.vol, через Patreon, отсылая стикеры. Теперь появилась функция «Супер спасибо» у нас на YouTube. Это вот под видео, там, значит, такой значок сердечка, и в нем прям $, и можно оставить такой платный комментарий. Тоже таким образом нас можно поддержать. И приходите сегодня в 19 часов на наш ежевечерний стрим, где мы обсуждаем все самые интересные и важные события дня с различными экспертами. Сегодня его для вас проведу, собственно, я, Майкл Наки, и Нинора Себашвили. Будем ждать вас в 7 часов вечера по Москве на этом самом канале. Спасибо, всего доброго, пока.